вкуснейший десерт, для приготовления которого вам не нужно абсолютно никаких умений. 100 грамм риса. Лучше взять вот такой круглый рис. 50 грамм сахара. Добавляем литр молока. Берите, пожалуйста, самое жирное молоко. Будет намного вкуснее. Теперь это перемешаем вот так вот ложечкой. Так, слегка. Добавляем около 50 грамм сливочного масла. Нарежем на маленькие вот такие кусочки, чтобы оно более равномерно распределилось. В этот пудинг англичане очень рекомендуют добавить мускатный орех. Вот у меня вот такой порошок. Очень подходит мускатный орех к этому пудингу. Добавляйте по вкусу. Если вам нравится корица, также можете добавить и корицу сюда. И еще очень важный ингредиент – это ванилин. Если у вас есть вот такие ванильные палочки, то, конечно же, они придадут чудеснейший аромат вашему пудингу. Вот так вот аккуратно посерединке разрезаем. Теперь содержимое вот внутри этого ванилина вот так вот аккуратно ножиком соскребаем. Ну какой же аромат отходит от этого ванилина? Если у вас нет вот такой ванильной палочки, ничего страшного, используйте обычный ванильный раствор. Осталось только запечь вот этот чудесный десерт. После того, как вы вот это вот поставили в духовку, минут через 30 откройте свою духовку и перемешайте деревянной лопаточкой. Итак, ставим в духовку и ждем. Какой чудесный рисовый пудинг у нас получился. Это самый лучший английский десерт, я вам гарантирую. Готовьте на маленькой температуре 140 градусов примерно 3 часа, но смотрите по своей духовке. Вы увидите, что поверхность пудинга приобрела вот такой золотистый оттенок. Аккуратно перекладываем себе в тарелку. Посмотрите, какая должна быть консистенция вашего рисового пудинга. Англичане еще добавляют к этому рисовому пудингу джем. Вот у меня здесь малиновый джем и черная смородина. Сегодня я могу добавить малиновый джем, в следующий раз черную смородину, потом еще что-нибудь, клубнику, например. Благодаря этому и вкус вашего десерта меняется, и вы каждый раз кушаете что-то новое, какой-то новый десерт. Вот дайте я попробую. Берем немного рисового пудинга с джемом и наслаждаемся. Очень и очень вкусно. Вы видели, как просто готовится? Обязательно приготовьте, обязательно попробуйте. Вы влюбитесь в этот десерт. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.